Друзья, привет! Сегодня у нас в гостях Роман Неофиди. Это художник, который расписал наши бетонные часы. И я хочу сегодня взять у него интервью. Поехали! Роман, слушай, вообще вот эта тема в каллиграфии, в стрит-арте, она появилась недавно. Я даже не знаю, если честно, как она называется правильно. Расскажи вообще про это явление. Это направление, так сказать, смесь каллиграфии и стрит-арта, называется каллиграфити. Оно появилось уже достаточно давно и постепенно началось двигаться с Запада к нам в Россию несколько лет назад. Примерно появилось именно в России оно лет где-то 7-8 назад. Слушай, а можешь вообще рассказать конкретно про эти корпуса? Чем ты вдохновлялся, когда их расписывал, и какие были задумки? На примере нескольких. На примере самых таких ярких, например, вот этот мой любимый, вот этот. И вот этот, в принципе, я, вдохновляюсь в своих работах также, опять же, стрит-артом, но не из каллиграфии, а, например, больше из граффити, такой какой-то теговой темой. И, собственно, это совмещаю все с каллиграфией, мешаю стили, и получаются вот такие интересные мини-арт-объекты. Как вообще понимать вот эти надписи? От некоторых я, в принципе, читаю Неофиди. Вот тут я вижу. В большинстве именно стрит-арте уличная культура. Вот здесь уличная культура, здесь также например, здесь я люблю в своих работах иногда применять первые буквы латинского алфавита. То есть это очень гармонично, интересно смотрится. Вот здесь здесь Неофиди, и здесь написано уличная культура. Но вообще подобные композиции, они не для прочтения, это больше какая-то ритмика, это больше орнамент, и читать их просто не имеет смысла, но всегда можно рассказать и объяснить. Слушай, а сколько вообще времени занимает роспись, разработка, наверное, и роспись корпуса? Примерно день. То есть на один корпус, возможно, даже день на два. То есть бывают схожие идеи. Например, в этих корпусах они были схожи, и я их исполнил за один день. То есть от задумки до реализации. А какие инструменты ты используешь для росписи? Кисти, маркеры ширококонечные для каллиграфии. Не обязательно ширококонечные, можно просто даже обычные маркеры. Краску, акриловую, перманентную. В общем, все, что используется именно в стрит-артовой теме, применяю именно здесь. Скажи, а как ты вообще пришел к каллиграфии и стрит-арту? Обучался ли ты этому? Пришел я к этому 4 года назад примерно. Я еще был в институте. Мне друг показал работы знаменитых мастеров, такого топа в Инстаграме. А на тот момент я как раз учился рисовать, мне начала эта тема быть интересной. Я, в принципе, всегда себя в каких-то таких творческих направлениях пробовал, со школы музыка, а дальше все это как-то перешло в рисование. И друг показал работы каллиграфов, и как-то спонтанно купил перо, и понеслось уже 4 года. Обучался я полностью сам, смотрел разные видосы, смотрел, как мастера пишут, то есть подробно изучал, разбирал каждую работу. И как-то в процессе институт я бросил, стало неинтересно на горного инженера учиться. И переехал в Москву, потому что уже начали и заказы поступать оттуда, и больше было перспектив. В Норильске так я более-менее все расписал, уже все стены, да. Слушай, а расскажи еще про тусовку эту российскую художников в сфере каллиграфии. Она вообще есть ли? Как-то взаимодействуют, между собой дружат и так далее? Как это вообще проявляется? Насколько большая вообще эта тусовка? Именно мой взгляд со стороны, что ребята не очень дружат. Например, сфера граффити, она уже большая, она уже такая старая достаточно, а каллиграфия, она все равно молодая. И многие молодые ребята между собой как-то враждуют, недолюбливают, что-то недосказывают друг другу. Это, опять же, это мой личный взгляд со стороны.
Но есть и такие ребята, некоторые, которые очень открыты, и вот именно благодаря им в России происходит вот этот некий рост, потому что они не боятся делиться, они не боятся делиться своим опытом. Такая вот тусовка, ее еще надо развивать и вкладываться в нее, чтобы показать. То есть она на каком-то старте пока что? Ну да, это еще очень прям такой ярый старт, и надо развивать. Все, к сожалению, завязано на людях и на их отношениях к делу. Ну и к счастью. Да. Хорошо, а можешь еще рассказать про свои работы? Какие работы, наверное, для тебя наиболее были интересными, которыми ты мог бы поделиться? И какие работы в будущем тебе было бы интересно выполнить? Что-то такое, может, грандиозный какой-то план есть? План вообще такой. Я стараюсь показать свое искусство, применить его, что-то расписать, то, чего не расписывал другие люди. То есть, в принципе, всегда как-то выстреливают, людям нравятся самые сумасшедшие идеи, которых еще не было. Вот, например, бетонные блоки. Я такого не видел. Возможно, кто-то расписывал, да, уже что-то подобное, но до людей это немножко, видимо, не дошло, до меня это, например, не дошло. И, соответственно, значит, это надо еще сделать, как-то больше рассказать об этом и продвинуть это. Ну, вот какой-то конкретный проект у тебя есть в голове сейчас? Уже есть, он уже на стадии реализации. К сожалению, пока не могу о нем рассказать, потому Понятно, что это секрет. Да, ну, секрет. Тогда, да, все, кто смотрит, подписывайтесь, смотрите, наверное, что-то будет интересное. Да, будет очень круто. Роман, расскажи, пожалуйста, подробно про то, как делались одни из этих часов. Ну вот, например, про эти. Ну, давай. Что конкретно можно рассказать по этим часам? Ну, во-первых, композиция здесь многослойная. То есть, что это значит? Идет черный фон, далее красная каллиграфия, такая готическая. Плюс еще, здесь есть черная каллиграфия на черном фоне, она еле-еле виднеется и придает такой достаточно такой 3D объем. Вот. Далее идет такая прям жесткая, нечитаемая каллиграфия просто обычным маркером, и постоянно повторяется одна фраза «уличная культура». Но чтобы, опять же, придать какой-то смысл и такую небольшую расшифровку, я добавил несколько экземпляров этой надписи именно в таком читабельном стиле. И получилась очень интересная смесь по стилистике. И также композиционно разбросаны разные брызги и красного, и белого цвета. И все это очень интересно дополняется. И также есть пустые пространства, которые тоже обыграны. Очень интересно. Вот такие вот часы получились. Друзья, те работы, которые вы только что видели, это только начало нашего сотрудничества с Романом. И впереди вас ждет кое-что интересное, очень грандиозный и классный проект. Обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И до встречи!